Привет! Сегодня я расскажу, как из обычной иллюстрации сделать линейную. Но сначала подпишись, а в конце видео не забудь поставить лайк и написать комментарий. Поехали! У меня уже есть иллюстрация вот такой жираф. И я сделаю его в трех вариантах. Первый я сделаю из диагональных линий, второй вертикальных и третий горизонтальных. И ты посмотришь, как направление линии меняет иллюстрацию. Для начала выбираю инструмент отрезок линий и рисую линию по диагонали. Делаю немножко видимой и ставлю по краю моей иллюстрации. То, что линия будет заходить на саму иллюстрацию, ничего страшного. Теперь мне нужно сделать еще одну линию и поставить по нижнему правому краю. Зажимаю Alt, навожу на линию и перетаскиваю ее вниз. Тем самым линия копировалась. Теперь нужно сделать переход. Нажимаю инструмент переход, навожу на линию, появляется звездочка. Нажимаю левой кнопкой мыши, навожу на другую линию, появляется плюсик и также левой кнопкой мыши. Появился переход, но он состоит из одной линии. Нажимаю два раза на значок переход, появляются параметры. Захожу в заданное число шагов и вижу, стоит 1 и соответственно между линиями также одна линия. Поставлю значение 39. Просмотр. Результат пока меня устраивает, нажимаю ОК. Дальше нужно разобрать переход. Захожу в объект, разобрать. Галочки стоит так как надо и нажимаю ОК. Теперь захожу в меню обводка и выставляю толщину линии, которая мне нужна для конечного результата. Оставлю вот такой. Дальше выбираю оба объекта, то есть мои линии и саму иллюстрацию жирафа. Беру инструмент создания фигур и вижу, что под курсором появился плюсик. Но мне нужно линии убрать, поэтому мне нужно, чтобы там был минус. Зажимаю Alt, появился минус, и тяну мышку по линиям, которые необходимо убрать. И также убираю все линии. Оставляю те линии, которые у меня находятся на самой иллюстрации. Теперь необходимо убрать иллюстрацию жирафа. Я просто ее скрою в слоях. Скрываю и вижу уже, что получилось. Теперь закругляю линии. В меню обводка, концы, скругление концов. Вот так. И когда такое вот происходит скругление, бывает то, что некоторые линии очень близко находятся друг к другу. И при отдалении они слипаются. Вот, к примеру, вот здесь вот. Тогда берешь инструмент прямое выделение и немножко можно их раздвинуть. Или же просто удлинить или укоротить саму линию. И вот здесь можно тоже немножко укоротить ее. Вот так. Вот получилась иллюстрация из диагональных линий. Теперь нарисую из вертикальных. Делаю видимую иллюстрацию. Сдвигаю в сторону. Беру инструмент отрезок линий и рисую вертикальную линию. Одну и вторую. Также ставлю их по краю иллюстрации. Теперь делаю переход. Навожу курсор звездочка, плюсик. Появился вот такой вот черный прямоугольник. Почему? Потому что переход сейчас стоит из большого количества линий, и они сливаются в один такой прямоугольник. Захожу в параметры перехода, заданное число шагов, и вижу то, что между крайними линиями 354 линии. Не знаю, почему он так их поставил, но мне это значение не нужно. Поставлю 40. И вот что у меня уже получается. Опять разбираю переход. Меняю толщину линий. Выделяю оба объекта. Инструмент создания фигур. Зажимаю Alt для того, чтобы появился минус под курсором. И убираю ненужные линии.
Просматриваю, чтобы не осталось таких вот маленьких кусочков. Их тоже убираю. Дальше скрываю жирафа в слоях. И вижу, что уже получилось. Скругляю концы. И вот такая иллюстрация получилась. Линии можно сделать потолще. Или потоньше. А здесь опять беру инструмент прямое выделение. И вижу то, что где были уши, немножко у нас линии слились в одну. Раздвигаю, чтобы при удалении было видно, все не сливалось. И просматриваю здесь. Передняя нога получилась не слишком тонкая, поэтому я вот эту линию опущу по уровню и немножко подниму вверх. Вот так. Вот, получилась иллюстрация из вертикальных линий. Теперь сделаю горизонтальную. Опять делаю видимым мою иллюстрацию, сдвигаю ее в сторону. Беру инструмент отрезок линий. Рисую линию. Выставляю по верхней части иллюстрации. И ставлю еще одну по нижней части. Инструмент переход. Звездочка. Плюсик. Опять между линиями появилось большое количество линий. Захожу в параметры переход. Заданное число шагов. И здесь ставлю уже значение, например, 45. То, что нужно. Разбираю переход. Выделяю оба объекта. Инструмент создания фигур. Зажимаю Alt, появляется минус. И удаляю ненужные линии. Мелкие все линии тоже убираем. Вот еще одна здесь. Теперь скрываю иллюстрацию. И в параметрах обводки меняю толщину линий. Также концы закругляю. И вот такой вот жирафик у меня получился. Немножко раздвигаю линии, чтобы они не сливались. И вот здесь у меня ушки, они у меня соединились в одну. Ну вот какие 3 линейные иллюстрации у меня получились. И как ты видишь, направление линии достаточно сильно меняет рисунок. Так что повторяй, пробуй, делай лучше. Данный стиль подходит как для любых иллюстраций, так в принципе и больше всего для логотипов. Подписывайся, пиши комментарии, ставь лайки, просматривай остальные видео и до новых встреч в новом видео. Пока!